Итак, теперь делаем сборку баритона. Теперь, ребята, вот смотрите, с чего мы начинаем, это сборку баритона. Мы начинаем с этих клапанов. Почему? Потому что если мы начнем с этих клапанов, нам будет очень неудобно ставить те клапана, которые идут у нас сзади, получится. Вот эти клапана. Так. Вот эти. Теперь смотрите, когда мы поставили вот этих 4 клапана, у нас получается разный зазор идет, да? Зазор оптимальный и для настройки самого инструмента это делать вот этот вот зазор. То бишь открытие от колодца и клапан вот где-то приблизительно вот этот подъем. Этот будет очень большой, а этот будет как раз хороший. Эти здесь у нас зауженные. Потому у нас вот эти два зауженных, мы их приоткрываем немножко. Я вам в прошлых роликах, я имею в виду прошлые ролики, это значит где-то может быть 5 роликов назад или 6 роликов назад, то бишь это было перед. И я вам показывал, как делать, допустим, даже не как делать, а как собирать инструмент. И в процессе инструментов я вам показывал, как именно регулировать клапана. Сейчас вот я делаю сборку баритона, и я приоткрываю вот немножко пальцами. Приоткрываю и делаю, чтобы был один уровень. Все, этот я приоткрыл, и делаем вот этот. Ребята, не бойтесь, что у вас где-то что-то поломается или еще что-то. Обычно оно ничего не ломается. Обычно, если вы аккуратно это все делаете, выгибаете, оно все хорошо, все выходит. Так, все. Даже еще можно вот этот еще поднять. Так, все. Теперь смотрите. Здесь, вот в этом клапане, в первом клапане, идет ход. Такой слабый ход. Где-то, миллиметра 2 есть ход. Здесь есть регулировочка. Вот здесь. Вот смотрите. Вот эта ножка, которая регулируется. Потому сейчас я сниму именно вот этот старый именно, который здесь приклеен именно корок. И я приклею новый корок, который уже будет немножко наклонен. То бишь он будет в одном идти уровне с этими клапанами. Вот теперь можете посмотреть, видите, что было до и теперь стало сейчас. Теперь смотрите, ребята, когда вы делаете сборку вообще инструмента, баритоны, допустим, не так часто попадаются, конечно, потому что баритон это, скажем так, очень дорогой инструмент, он на порядок выше стоит за другие. И я вам скажу, баритон не везде, так сказать, используется, допустим, если так брать, к примеру, живую музыку, баритон не всегда используется. Это такой специфический такой инструмент, но его, тем не менее, используют, и многим он нравится. Я сейчас не за это, я за другое. Смотрите, когда мы делаем сборку, начинаем, старайтесь сразу же недочеты убирать. Если вы собрали на спицу, поставили там 3, 4, 5 клапанов, 6 клапанов, постарайтесь, ребята, вот этот весь недочет сделать, чтобы, недостатки, их устранить, и чтобы было очень хорошо. То бишь, я сейчас буду смотреть, допустим, на просветочку брать, сразу же смотреть, или же подушка прилегает хорошо к колодцу, или же плохо. Если же плохо, я сразу же делаю, чтобы она прилегала хорошо и чтобы не было никаких просветов. То бишь, я сразу же это делаю и устраняю недочеты. И потом двигаюсь дальше. Потому что если мы это устранили, все сделали хорошо, нам легче идти по инструменту дальше и двигаться. Все. Сейчас я клею там корок, все, я устраняю просвет, если он здесь будет, и нанизываю дальше вот эту часть, потому что надо идти по порядку. Мы сделали вот эту часть, так же самое оно по сути и в альтушках, и в тенорах идет. Сопрано немножко по-другому, но принцип все тот же. Я делаю вот эту часть, потом делаю вот эту часть.
А потом уже нанизываю вот эту часть и вот эту нижнюю часть нанизываю. И потом мы уже нанизываем боковые клапана, вот, которые идут там ре, ми, фа. И дальше идут уже октавники. Вот так собирается по сути инструмент. Все, ребята, двигаемся. Итак, показываю, чтобы никто не запутался. Значит, мы поставили 4, поставили отдельный этот и идем дальше вот с этим, чтобы вы не запутались. Если вы видите вот такую ямочку, значит, вы должны его ставить. Почему? Потому что здесь будет идти спица. Здесь будет другой клапан идти, и он будет вот так работать. Потому если вы поставите наоборот, вы просто этот уже клапан не вставите. Потому вставляем вот этот клапан. Он идет вот сюда. Вот на это место. И не забываем, что мы просовываем вот этот пыпсик под низ. Вот сюда. Он работает под низом. Под низом. Смотрите, как он работает. Когда мы нажимаем здесь клапана, здесь клапан этот, рычаг, опускается. Потому наоборот нельзя. Все, мы закручиваем его. И смотрите, еще есть такие нюансы. Вот мы сейчас винт этот закрутим, и мы проверяем в холостую, или он работает. Что значит работает? Вот смотрите, я клапан поднимаю, а он не опускается, видите? Потому он работать не будет, или плохо будет работать. Потому мы опять откручиваем этот винт. Понимаете, мы могли бы сделать вот так, смотрите. Мы открутили винт, и сейчас, видите, работает. Вот так делать нельзя. Знаете почему? Очень просто. Когда вы будете играть на нем, через месяц этот винт открутится и просто выпадет и упадет у вас. Потому лучше прочистить вот этот канал. Здесь канал этот небольшой, он здесь идет под углом, потому шило у вас должно быть под конусом. Вы прочищаете этот канал и прочищаете этот канал. Когда вы вставите, у вас должно все быть четко. Смотрите, вот такое берем шило и прочищаем канал. Вот немножко делаем вот так, на эту сторону. Прочищаем. И обязательно нам, ребята, нужно выстучать. Потому что там, видите, вот оно высыпается. Там мусора просто полно. Все, теперь сейчас вставляем, и должно все сработать. Так. Сейчас смотрим. Сейчас вставляем. Закручиваем вот этот винт. Вот смотрите. Винт я закрутил до упора. И все работает. Видите? Вот так обязательно нужно делать. Прочищаем каналы, вставляем винт, и у нас все работает. Потому что там, получается, уже был мусор. Этот саксофон никто не делал с тех пор, как его сделали. Потому что было видно, здесь были оригинальные, стояли подушки, все стояло, его никто не трогал. Потому, ребята, вот так вот делаем, и так собираем саксофоны, и у вас будет все хорошо работать. Все, двигаемся дальше. Теперь смотрите. Этот мы поставили рычаг. Теперь мы можем зацепить спицу. Спицу
цепляем вот такой приспособой. Так. Здесь она вот цепляется. Все. И у нас рычаг поднят. Все работает. Видите? И дальше у нас идет клапан следующий. Так, ищем его. Вот смотрите. Вот такой клапан идет. Он ставится вот сюда. Вот на эту часть. Вот здесь он ставится. Но, прежде чем его поставить, желательно вот этот войлок, который здесь уже, он уже, видите, мятый весь. Его лучше снять, срезать, то бишь мы его срезаем вот таким ножом. Сейчас я здесь почищу и сейчас покажу вам войлок. Вот такой войлок есть. Здесь он есть разных диаметров, вот, и разной толщины. Потому мы подбираем, допустим, вот этот войлок белый, потому что я уже клею белый войлок. Можно клеить и черный войлок, и зеленый войлок, разницы нет. И мы его вот сюда приклеим. И здесь будет у нас уже аккуратный белый войлок. Потому что тот войлок, он уже мягкий, и он уже не держит уже те свойства, которые были в нем. Он уже их отдал за это время, тем более он уже мылся, купался, так сказать, подвергался воздействию воды. И все, и он уже все, нерабочий, скажем так. Сейчас мы приклеим свеженький войлок, поставим рычаг, то бишь вот этот клапан, и будем двигаться дальше. Итак, приклеили войлок вот сюда, и теперь с этим клапаном еще идет один еще клапан и идет второй клапан, вот такой. Это рейка регулировочная, чтобы вы знали, именно в верхней части регистра. Теперь смотрите, нанизываем спицу. Немножко масла на спицу мы дали, буквально там пару капель, много давать не нужно, потому что я всегда говорю, много масла не нужно. И теперь смотрите, вот этот именно часть вот эту мы даем под низ, под рейку мы ставим и закрываем, и пронизываем дальше спицу. И мы ставим последний клапан, это вот эта часть, которая идет то же самое под рейку, ставим вот сюда, все выравнивается и проталкиваем спицу дальше. И смотрим, чтобы нам ничего не мешало. Если где-то что-то мешает, мы это все дело обратно вынимаем и все так же само повторяем и устраняем те недочеты, которые есть. И вот мы сейчас подкрутим и посмотрим. Вот смотрите, вот показываю. Вот, например, вот этот клапан, он легко движется, да. Потом смотрите, этот клапан у нас он идет отдельный, и этот клапан мы проверяем сейчас. Вот проверим. Вот смотрите, вот он туго ходит, видите? Вот я нажимаю, он просто не опускается, он туго ходит. Все, вот здесь вот есть недочет. Какой недочет, я не знаю. Может здесь между стойками он просто плотно, а может быть в середине здесь есть грязь. Потому я сейчас спицу эту обратно вынимаю и проверяю этот клапан. Почему он просто не опускается. Я его поднимаю, а он просто не опускается. Все, двигаемся дальше. Я разобрал. И что здесь вышло? Здесь стойка была зажата. Стойку я немножко отодвинул в сторону. И все, и теперь все работает. Вот смотрите, клапан я поднимаю, и он опускается. Видите? Все. Сейчас я поставлю все иглы, все будет работать. И теперь вот эту всю часть именно, ее уже нужно уже всю подогнать, чтобы она уже работала. Все, двигаемся дальше. Теперь вот это все подогналось, и теперь ставим вот этот клапан. Этот клапан ставится вот в эту часть. Вот здесь. И все. И теперь сборка вот этой линии, она уже готова. И переходим уже на эту часть.
Итак, смотрите, вот эта часть вся сложена, весь ряд, он сложен, все подогнано, по клапанам все подогнано, они все прилегают хорошо, просвета нету. Теперь смотрите, мы можем начать и с этой части, и можем начать с этой части. Я уже начал с этой части. Я вот поставил два клапана, вот они, все опускается, они все работают. Теперь смотрите, мы можем заменить вот эти части, которые здесь идут, их называют кембрики. Их можно заменить, и я их заменю. Мы берем пассатижи и вынимаем вот эту часть кембрика. Вот эта часть. И меняем ее на новый. Так, чтобы вы не спрашивали, где я беру вот такие кембрики, это есть, называется капельная система, это продается в аптеках, потому покупайте разные, они есть разные, и потому прозрачные, они интересные, скажем так. И вот смотрите, мы вставляем плотно, здесь мы часть эту отрезаем, и все у нас будет работать. И теперь, когда мы поставим здесь кембрики, мы ставим сначала механизм вот этот, а потом ставим вот этот механизм. И все, и чтобы оно все работало. Если, например, у вас в кембрик вот эта вилка плохо входит, вы берете вот такую плоскую отвертку и здесь расширяете вот эту часть. Немножко расширили, и все. И у вас вот эта вилка, она должна четко войти и работать. Все, двигаемся дальше.